Я открываю дневник и пишу прямо здесь, среди дикой природы Канады. Ветер пищит и стонет в ветвях. И кажется, ферма меня ждала. Это Тим Фарм Руинс, забытая ферма, скрытая в лесах Онтарио. И сегодня я открою ее тайны. Передо мной руины. Огромные глыбы скал, рвущиеся из-под земли. Ты только посмотри, какой высоты этот камень. Все выглядит атмосферно и достаточно эпично. Это просто невероятно. Голые и аккуратно сложенные из камня фундаменты домов уходят в землю. Старые и давно окаменевшие остатки угольков на фундаменте раскрывают историю большого пожара, который некогда обрушился на эти места. Каменные фундаменты поросли лозой, здесь когда-то кипела жизнь. Старые и ветхие клены тянутся в небо. Их стволы давно уже прогнили, но они все еще охраняют руины, словно часовые прошлого. Молча и неподвижно суровые дендроиды-стражи несут правду минувших лет. Я чувствую, как место смотрит на меня и будто решает, принять или изгнать. Каждый треск ветки словно предупреждение: ты здесь чужой. Я делаю шаг. Под ногами хрустит битое стекло. Ржавый металл больше не блестит в траве. Жизнь, которую поглотила тишина. Настолько глухая, что сердце начинает биться громче, чем шаги. Ржавые куски металла, остатки машины, сгнившие инструменты. Каждая деталь напоминает о былом труде. Природа медленно и уверенно забирает свое. Все то, что некогда было гордостью человека. Инструменты, которые никогда более не будут использовать фермеры, теперь они лежат среди руин, словно напоминание о руках, которые их держали. Это не просто ржавый металл, это осколки чужой жизни. Их скрип на ветру звучит как жалоба прошлого, которую не унять. Древние и уже полусгнившие бревна домов, как кости давно умершего зверя, разбросаны по всей земле. Так умерли последние фермерские постройки под тяжестью времени. Крыши и окна давно уже ушли в землю, а стены давно уже сгнили. Но сквозь развалины все еще чувствуется дыхание людей, которые некогда здесь жили. Порой даже кажется, будто ихни тени смотрят на тебя из каждой щелочки. Я смотрю вокруг. Старая виноградная лоза растянулась и словно сети паука оплела все камни, деревья и землю. И вдруг все меняется. Ветер стихает, лес замирает, что-то заставляет время возвращаться вспять. На какое-то мгновение я увидел события прошлых лет. Некошенные луга и поля, скрип телеги и звон косы. Счастливая и процветающая семья фермеров. Мир оживает, и я чувствую себя частью этой истории. Но все вмиг исчезает, будто и не было. Тишина возвращается, но теперь она другая. Громче, жестче, каждый звук как удар, каждая тень как угроза.
И я понимаю, прошлое не ушло. Оно дышит мне в затылок. Но люди стали поговаривать, что среди руин ржавого металла затаился новый хозяин этих мест. Маленький и быстрый, с белыми знаками на теле, словно метками судьбы, забавный бурундук-ведьмак хранит тайны этих мест. Поговаривают, что именно он дух-ведьмак старой фермы. Он знает каждую трещину в камнях, каждую сломанную доску и каждый крик, который звучал здесь в прошлом. Одни считают его проклятием, другие защитником, но все сходятся в одном. Он душа и хранитель этих руин. Между прочим, вся крякающая и уважающая себя братва уже давно подписалась на канал и нажала на колокольчик для напоминаний. Дело так к холодам и зиме идет. Давай, присоединяйся к нашим, будем вместе крякать в небе, я тебе еще рыбки потом наловлю.